Ace Magic Matrix Mini 5. Вот так вот прям называется. Смотрите, вот он. Ace Magic Matrix Mini M5. Да, вот M5. И это достаточно мощный мини-ПК. Знаете, почему мощный? Потому что он основан на процессорах Intel 14 поколения. Intel Core i7, Intel Core i9. Кстати, есть Intel Core i5. Ну, в частности, вот этот конкретно, видите, Intel Core i7. Здесь у нас стоит 14650HX. И, кстати, есть Intel Core i9. Мы тоже сейчас это посмотрим на сайте производителя. И настолько прикольная модель в том плане, что за умеренные деньги вы получаете конфигурацию. Вот это вот 32 гигабайта оперативной памяти DDR4 в двухканале, на секундочку, плюс Intel Core i7 14650HX, Wi-Fi 6E, кстати, вы сейчас даже скорости видите, 5 ГГц, 2,4 ГГц и LAN RJ45, который здесь есть в 1000 мегабит. Мы сейчас опять же все интерфейсы обсудим с вами на распаковочке. И да, в данном варианте, казалось бы, если посмотреть по ссылке в описании под видео не только цену, а еще и характеристики, которые я для вас там разместил, вы можете заметить, что здесь USB 3.2 стоит, именно Type-C, и тут нельзя подключить через USB, допустим, те же самые карты расширения для установки видеокарты. Но я вам скажу, не все так просто. Устанавливать можно было очень давно, с учетом того, что вместо Wi-Fi модуля можно через специальные переходники подкинуть видеокарту, то можно в связке получить вообще бешеную печку, извините меня. Имеется в виду пекарню, знаете, как их называют стационарники. Извините меня, можно раскачаться очень сильно. То есть тех, кто думает, что здесь нельзя ничего улучшить, можно. 3 монитора 4К можно подключить, кстати, и при этом еще и получить достаточно хорошую температуру работы, потому что в тестах PCMark мы гоняли, мы выше там 68 в самом пиковом значении 2 раза мы не видели. То есть здесь нормальное охлаждение стоит для этих, это горячие процессоры. Ну и в целом получился именно за его деньги мощный ПК, который подойдет для работы, для учебы, для работы с базами данных, с табличными процессорами, для программирования, для мультимедиа. На нем можно все воспроизводить и все будет работать беспроблемно. И мало того, если вы думаете, что нельзя поиграть, во что-то поиграть можно. Конечно же, как я уже дальше вам скажу, что тайтлы нельзя какие-то играть серьезные, но во что-то можно. И мы сейчас проверим. Но учтите, что можно и видеокарту запилить через переходник PCI Express на шине Wi-Fi. Есть такие. Ну, давайте так. Идем распакуем, почитаем характеристики и будем тестировать, а потом сделаем выводы. Технозон. Ace Matrix Mini M5. Смотрите, это у нас версия 32 на 1 терабайт. Хотя видели, какой набор у них интересный. M5. Ладно, скрываем. Вообще со всеми сертификатами, видели? То есть такая нормальная себе вещь. Мини-ПК. Открыли. Мини-ПК. Да сколько у вас здесь? Вот так вот. Смотрите. Конечно, уже доставал, уже тестировал. И очень даже все интересно здесь выходит. Так, смотрим. Ух ты, слушайте. У нас как-то так интересно все сделано. Сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, сразу показываю, что у нас открывается крышка для модификации. Но к этому сейчас вернемся. Давайте посмотрим. У нас есть HDMI, DisplayPort, LAN RJ45, 4 порта. USB 3, здесь у нас мы видим радиатор охлаждения, как и здесь радиатор охлаждения, так и здесь радиатор охлаждения. Спереди у нас USB-C, 2 USB третьего формата, вернее третьего поколения, один аудиовыход и кнопка Power. Снизу у нас, как мы видим, здесь выход кулера и крепление под, именно, резьба под креплением. Слушайте, тут контактные адреса. Давайте вскроем его, посмотрим, что у нас там внутри. Та-дам! Это у нас металлическая пластина, чтобы вы понимали, очень удобно сделано. Здесь у нас термоинтерфейс, на секундочку, сделали термоинтерфейс. Как мы видим, DDR4 память 3202 по 16 SODIMA, то есть мы можем с вами расширять ее. И это, кстати, ух ты, это еще и неплохая память с Кихотар, да, нормальный вариант, хорошо. Так, здесь смотрим то же самое. В принципе, под апгрейд у нас возможно все сделать. Так, МТ здесь Wi-Fi модуль 7922. В принципе, обыкновенный модуль, ничего такого примечательного, но неплохой. Давайте, ага, здесь хочу открутить
Подожди, диск Huawei? Да ладно. Equistor Extreme. Сюрприз называется. Сейчас посмотрим. Снизу. Да, Equistor Extreme. Норм тема. 1 терабайтный. Хорошо. В принципе, плата чистенькая, как всегда у S-Magic. А дальше лезть не будем, потому что там уже неразбираемое дело. Имеется в виду, без конкретных каких-то моментов мы это дело туда не разберем, не залезем. И что самое интересное, здесь еще, смотрите, как по-хитрому сделали. Здесь есть место еще для установки еще одного SSD-диска. Вот он, два формата 2280, то есть он ставится в эту сторону и закручивается таким вот образом. Это очень и очень удобно. Хорошо, давайте собирать и потом продолжим. Сейчас рассмотрение. Но хочу посмотреть, что еще у нас в комплекте есть. Я сейчас, может быть, возьму еще что-нибудь, поставлю сюда. Комплект достаточно прикольный. Сейчас мы достанем это все. Это кабель питания, самый обыкновенный, ничего примечательного. Вот блок питания, насколько он большой. О, смотрите, как классно. То есть у нас здесь есть крепление для того, чтобы подвесить куда-то, металлическая пластина, либо на мониторы. Есть блок питания, пожалуйста, 120 Вт, ну, само собой ожидаемо, HDMI кабель и вот такие вот крепления конкретно под заднюю крышку. Вот здесь вот, да, вот сюда. То есть вот такой вот себе незатейливый комплект. Давайте его собирать и будем тестировать. А начнем мы конкретно с официального сайта S-Magic. Пожалуйста. У нас есть два варианта. Core i7 14650HX и Core i9 14900HX. 32 на 1 терабайт. На официальном сайте они предлагают одну конфигурацию, имеется в виду, по формуле памяти. Сразу говорю, на AliExpress можно купить чуть-чуть слабее момент. Такой есть Core i5 14500HX 16 на 512. И ссылки на это все я разместил в описании под видео. Кстати, промокодик тоже там есть. На скидочку. Но давайте посмотрим, что они нам здесь заявляют именно в хайлайтах своих. Ну, мультидисплей 4К, и вот поехали. 4 дисплея 4К можно подключить. Винда 11 стоит у нас изначально, 1 гигабит порт LAN J45, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. 2 можно подключить M2 NVMe, но это мы уже видели с вами на разборочке. Один из них PCI Express 3.0 X4, второй основной, который PCI Express 4.0 X4. Кстати, неплохо, да, NVMe стандарта. Вот каким образом у нас выглядит система охлаждения, вроде как неплохо, но разобрать там туда долезть очень тяжело. И конкретно вот на эту версию у нас 16 ядер, 24 потока, 5,2 ГГц, 30 мегабайт Intel Smart Cache, как они называют, конечно. И Core i9 14900HX до 5,8 ГГц, 24 ядра, 32 потока. Очень даже неплохо. Ну давайте посмотрим, что у нас тут. Ну по кулинг системе мы с вами посмотрим в реальных условиях. Можно расширить до 64 гигабайта. И что еще? Ну, крепление мы с вами уже видели. 3 монитора, хорошо, отлично. 2 года гарантии. И порты мы уже с вами рассмотрели. Неплохо, очень вкрай неплохо. Давайте переходить и смотреть реально, что они нам именно в реальности, как он работает. Так, посмотрим по CPU-Z. Да, действительно, Intel Core i7 14650HX, Raptor Lake 10-нанометровый, ну это по сути мобильный процессор. И что такое Intel этот кэш? Это 30 мегабайт кэша 3-го уровня. У нас основная материнская плата с поддержкой PCI Express 4.0. Память у нас 2 канала по 64 бита. Кстати, очень интересно. Должна была быть, так как это судимые в субканалах. Ну ладно, отлично. DDR4. Тут на DDR5, я путаю. Ну, по графике Intel UHD Graphics тут мы ничего такого интересного с вами не нашли. Давайте забенчим CPU. GPU-Z нам показывает, что у нас опять же Intel UHD Graphics 10-нанометровый. У нас, видите, даже не видит, не пишет, какая ширина шины. Ну, по сути, такая встройка. Она даже память использует вот тупо та, которая есть. Она не выделяет память под видеокарту. Поэтому поиграть здесь навряд ли удастся. Ну и у нас есть тест. Давайте с чем-то сравним. Так, Ryzen 7 2700, это уже сильно такой он слабый. Ryzen 5 9600X проигрывает в многопотоке. А с чем его? Вот, смотрите, Core i7 10700 ему проигрывает. В однопотоке практически то же самое, а в многопотоке проигрывает. А с чем его тогда сравнивать получается?
Ryzen 9 39500, ну в многопотоке он выиграет само собой 16 ядер. Ну вот если брать с десктопным Intel Core i5 14600K, то там он проигрывает чуть-чуть в однопотоке и в многопотоке. Core i9 7980XE. Core Ultra 7 155H, это 16 ядер, 22 потока, это примерное соответствие. По PCMark 10, по мониторинг деталям, хочу посмотреть температуру, и знаете, что самое интересное, удивлен, смотрите, средняя 54,61, 54,61. Самая пиковая верхняя, которую я вижу здесь, сейчас мы 63, сейчас мы увидим 67 градусов. И самая пик, которая единичная, 68. То есть у нас абсолютно нормально работающее охлаждение, никаких вопросов у нас нет. Слушайте, прям интересно. А вот по быстродействию тут вообще интересно. Смотрите, Essential — это работа с приложениями, 9334 балла. Очень классно в том плане, что стартует все практически в секундах. Ну, самое тяжелое это было Джим, горячий и холодный старт, 11 секунд. Видеоконференц-связь без ограничений, все, что хотите. Так же, как и веб-браузинг, включая видео в 4К. То есть у нас спокойно он воспроизводит. Работа с офисом безупречно. И с офисом, и с документами 11684 балла. Recalculate Монте-Карло немножко дольше, чем, допустим, на тех же самых процах с NPU. Но это очень-очень неплохо. И тут мы дошли до фоторедактирования. Пожалуйста, редактируйте все, что хотите. И даже видео можно на лету. 33 кадра дает, 33 FPS на лету. Какой-нибудь Full HD видео, пожалуйста, монтируйте без проблем. Это то, что касаемо тестов. По Crystal Disk Info мы видим с вами, смотрите, 1024 мегабайта. У нас хорошее состояние, 40 температура. Давайте стартуем тест чтения записи. Стартуем этот диск и попробуем, пообновляем в моменте 42, 41. Я думаю, тут вообще вопросов с перегревом не будет. Если прос держался на максималке, там, в нормальных температурах, то я думаю, здесь все будет вообще просто хорошо. Так, 42 градуса. Было 40, стало 42. Ну и видим с вами результаты тестов. Смотрите, температура поднималась до 62 в пике на самом таком мощном у нас тесте чтения записи. И в среднем температура держалась там 50 градусов. То есть по сути 40 он в спокойном состоянии, 50 это будет в повседневной работе. Это шикарная температура, даже 62-70 это хорошая температура для NVMe дисков. То есть с охлаждением здесь поработали. По результатам тестов скорости, смотрите, запись 5,93 гигабайта секунду, это гигабайты, это не гигабиты, это гигабайты. Это запись, 6,65 это чтение. Очень достойный диск. Ну смотрите, 6,65 умножаем на 8. Это PCI Express 4x4. Это 6800 мегабит. Очень достойно. Ну, по играм, в которые здесь можно поиграть. Я без проблем играю в близзардовский набор, например, там Hearthstone, то есть, ну, вы сейчас видите спокойно, все анимации отрабатывают шикарно, без каких-либо вопросов. Тот же самый Diablo 3 я спокойно играл, тоже вопросов абсолютно у меня не возникало. Ну, понятное дело, что в какие-нибудь AAA-проекты вы точно тут не поиграете, и рассчитывать на это было бы глупо, как минимум. Давайте тут что-нибудь, какие-нибудь баталии, поприменяем какие-то заклинания, схватим вот эту красную штуку, здесь схватим какой-то сундук с сокровищами и, в принципе, перейдем, посмотрим дальше. И даже поиграть можно в World of Tanks на средних настроечках, где-то он там 85 FPS у меня показывает вообще без проблем, 83-85. Но, опять же, я вам говорю, забудьте там про какие-то проекты по типу Counter-Strike, PUBG и тому подобное, поиграть вы в них не сможете. Пошаговые стратегии, ну, например, там что можно, StarCraft поиграть, можно поиграть Galactic Civilization, Heroes и Might and Magic, старые, древние, конечно же, в Half-Life 2 можете играть. Игра не хочу, ну давайте сейчас в кого-то стрельнем. На-нам, и мы куда-то критически попали, нам сбили гусеницу, и мы сейчас победим, это все очень-очень сильно. Я такой игрок в это все дело, просто любитель фигней пострадать. А ну-ка. Опять, видите, я победил практически. Поэтому, если хотите играть, играйте.
Очень прикольно, что установлена Windows 11 Pro, она сразу обновилась до 25H2 на момент съемки этого видео. Ну, как мы видим, ведь видеоадаптер 128 мегабайт, то есть там динамически выделяемая память. Ну, такое сейчас. Смотрите, 32 гигабайта оперативной памяти, все то же самое, что мы с вами смотрели. И в диспетчере устройств Wi-Fi 6E MT7922, по дисковым устройствам Ext X200E и все тот же процессор. Короче, ничего нового нет. По работе с офисом, хотя тесты нам показывают, что с офисом работать можно, мы, конечно же, проверим все через свою методику, потому что на плохих процессах, на плохой компоновке это будет вылетать. И давайте вот это вот будем умножать на вот это вот. Этого будет достаточно, еще пару текстовых ячеек. Смотрите, при копировании всегда, ну вот просто, оно переносит просто результаты. Чтобы вы понимали. Если мы с вами возьмем, выделим и начнем это все дело расширять, вот, допустим, сюда, то он не только переносит результаты, он каждый раз переносит формулу и рекалькулирует. Вот сейчас давайте на 1000 строк и посмотрим, справится он с этим или нет. Нам просто придется подождать, потому что он... подождите, это быстрее, чем я думал. То есть проц поинтереснее, чем, допустим, те же самые его конкуренты на AMD я делал, и тут приходилось ждать до 60 секунд. Да ладно, слушайте, ну давайте еще чуть-чуть, практически мгновенно. Он отлично подходит для работы с базами данных, электронными таблицами и большими массивами данными. Чтобы вы понимали, вот это вот уже огромный массив данных. То есть он в таком маленьком формате, вот это вот огромнейший массив данных. Ну и, конечно же, мы должны с вами проверить мультимедийность данного девайса. Так, ну, 4К, я прям уверен, что он будет тягать. Давайте 4К 60 FPS, включим статистику для сисадминов. И, пожалуйста, мы отлично все с вами тягаем. 3840 на 2160, но это viewport, это, не обращайте внимания, это он выводит во viewport. То есть он изначально берет 4К, декодирует 4К, а потом его ужимает во viewport. Это еще дополнительное действие, кстати. Спокойно 4К 60 FPS воспроизводит, как, в принципе, и какие-то стриминговые сервисы. По крайней мере, Netflix я на нем смотрел без особых проблем. Вот, пожалуйста, фильмец идет. Для мультимедиа очень даже подходит. Мне, знаете, вот что мне стало интересно? А насколько он сможет воспроизвести какие-то ультратяжелые, например, LG New York 4K HDR. Да ладно, хорошо, отлично. Это 4К, очень тяжелый, высокобитрейтный ролик. И спокойно их тягает. Ограничений по мультимедиа нет. И получается, что у нас хороший мини-ПК для браузинга, для работы с офисными документами, для работы с базами данных, для программирования, для мультимедиа, для, допустим, тех же самых незатейливых каких-то игр по типу там казуальных, либо пошаговой стратегии, либо там вот чего-то совсем простого. Я не говорю, что вы здесь будете играть в супер какие-то тайтлы, но мини-ПК имеет место быть, именно он действительно очень неплох. Переходим и резюмируем. Стоит Ace своих денег? Я считаю, что стоит. Решать, конечно, вам. Есть два лагеря пользователей. Одни кричат, что мини-ПК никому не нужны, за их деньги можно собрать полноценный ПК, но извините меня, это совсем другая ниша устройств. Это как планшеты и смартфоны. И потому и тому можно звонить при наличии планшетов, допустим, карточек симки. Да? Но это абсолютно разные устройства для абсолютно разных целей. Я рекомендую, мне нравится Ace проверенный бренд, который уже много раз был на нашем канале. Достаточно хорошо и долго работают. Все Ace которые у нас были, они у нас в поле зрения, которые мы использовали. И мы можем сказать, что они работают без проблем на текущий момент уже там, по прошествии года, даже полутора и двух. Поэтому мои рекомендации есть. Очень радует вот этот вот быстрый доступ, который здесь можно организовать. В целом неплохой мини-ПК. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.